Всем привет, дорогие друзья! Помните, я показывала такой кулон? Это уже готовое украшение, я покупала на сайте Алиэкспресс, так как оно на шнурке, и я думала, его буду переделывать. Очень красивый кулон, это ракушка, 5,5 сантиметра на 4,5. Он и не маленький, но и не крупный. Очень хороший такой размер кулончика. И в комплекте были серьги. Продавалось это комплектом. И такие же, посмотрите, подвесочки красивые. Также все нарисовано красиво, четко. И серьги я уже переделала, так как здесь были простые крючки, обыкновенные. Я поставила бусинки и швензы хорошего качества. Такие швензы не темнеют и остаются всегда в таком же цвете. Я их давно уже использую. И я думала, сниму веревочку, и она мне пригодится, может быть, когда-нибудь. Но не тут-то было. Надо все равно здесь срезать один край, чтобы ее снять с кулона. Кто покупал такие подвески, такое украшение, расскажите, вы переделали или так носите? Когда я купила кулон, я думала, буду обшивать бисером на фетре. И сейчас я подумала, лучше оставлю я так. Я так решила. Но здесь мне нужно подобрать бейл. И я нашла у себя вот такие бейлы. Я показывала, очень хорошие бейлы. Вот в серебряном цвете я покупала давным-давно. И потом я уже нашла под бронзу, покупала, тоже вам показывала. Я думаю попробовать такой бейл надеть. Посмотрите. Хорошо, да? Теперь надо это зажать. Вот чем мне нравятся эти бейлы? Тем, что здесь не нужны колечки. Здесь петелька вот такая. Ее разжимаем и надеваем любой кулон. И посмотрите, как здорово смотрятся такие бейлы. Я давно покупала в серебре эти бейлы, и они у меня лежат уже давно-давно, как я говорила. И остаются, вот посмотрите, не пожелтел, не почернел. Он в таком же цвете и остался. И я делала уже украшения с такими бейлами, применяла их. И они не темнеют и не желтеют. Вот что мне нравится. Я не знаю, что это за покрытие и металл, но очень хорошего качества такие бейлы. И мне нравится, что он подошел сюда. Я и планировала сделать украшение с фурнитурой под серебро, так как золото, я думаю, здесь будет неуместно смотреться. На мой взгляд, я так думаю. Может быть, кто-то и сделал бы и с золотом. Ну и, конечно, нужно подобрать материал мне. Я нашла у себя бусинки. Вот такие кошачьего глаза. Посмотрите, сколько у меня много их. Все достану. И вот такой красивый цвет, посмотрите. Голубой, хорошо подходит. Вот такой вот зеленый. Очень хорошо подходит вот под ствол. Здесь, как вы видите, рисунок. Бабочки и бамбуковые стволы. И очень хорошо подходит цвет. И я еще подобрала вот такие перламутровые бусинки. Когда-то я покупала. У меня их немного осталось. Я их тоже куда-то уже применяла. Использовала в каком-то украшении, уже не помню. И тоже такого же качества бусинки, только зеленого цвета я тоже использовала в украшении. У меня мало их осталось, больше нет, 5 штучек. Ну ничего, достаточно будет. Вот сколько бусин я накрутила на пины, как вы видите. И еще вот такие маленькие у меня бусинки есть. Это стеклянные бусинки. Тоже цвет хороший, подходящий. Вот столько у меня бусин. Конечно, у меня было несколько вариантов, как всегда, как сделать украшение. Надо же остановиться все-таки на одном, так как кулон у меня один. Есть у меня еще вот такие перламутровые бусинки. Вот здесь отверстие есть. Вот так вот. Тоже лежат уже давно, и я
Никуда их, по-моему, не применяла. Ну, не помню. Очень давно лежат. Такой хороший цвет, я думаю, тоже подходят. Но вот, не знаю, буду я их ставить или нет. Посмотрю, конечно. И то, что нравится, что они овальные. И кулон овальный. Но, конечно, этого мало. И чтобы еще поставить, я подумала, вот такие у меня есть бусины. Это тоже ракушка. Я показывала эту ниточку в распаковке. Но потом я решила помыть эти бусинки. Замочила в воде на ночь, так как это крашеные. И вода немного покрасилась. Голубого цвета была. Я хорошо их промыла. И еще раз замочила на ночь в воде, оставила, чтобы уже вся краска сошла, потому что я думаю, это ставить буду где-то около шеи, такие бусинки, ну, чтобы летом не окрасилась кожа, поэтому я их и помыла. И есть еще у меня вот такие бусинки. Это уже натуральные. Как мы видим, они не крашеные, и не первый раз я их уже использую. Очень они мне нравятся. Сколько здесь? 8 миллиметров диаметр. И эти тоже 8 миллиметров. И посмотрите, как хорошо все сочетается, на мой взгляд. Вот не знаю, поставить такие бусинки или нет. И еще я думала, на что собрать украшение. То ли на мемори проволоку, то ли на тросик. Можно и так поставить, я думаю. Но хочется что-то немножко подлиннее. На мемори проволоке оно будет полукругом лежать высоко. Хочется немного, чтобы на груди лежал кулон, пониже немножко, да? Будет, я думаю, красивее смотреться все-таки. Наверное, буду на тросики собирать. Ну и начну собирать, и потом уже вам покажу. Ну вот, практически я уже собрала украшения, но вот что-то мне хочется вот немножко солнышко. Вот почему-то вот эта гамма мне как-то смущает. Вот что-то хочется мне добавить. Вот как в крылышках у бабочки есть оранжевый цвет. Нашла вот такие коралловые бусины. Они очень яркие на камеру, они немного потемнее. Совсем малюсенькие. Очень давно покупала уже и забыла про них. И я думаю, сейчас несколько бусин я тоже поставлю на пины, соберу и проставлю здесь, чтобы немножко оно как бы освежилось. Хочется более яркого, что-то более солнечного. Вот сейчас так переделаю. И посмотрите, какая красота у меня получилась. Теперь я результатом довольна, когда добавила эти бусинки оранжевые и заиграла по-другому украшение. Более такое яркое, летнее, солнечное. Я думаю, такое украшение можно и на море взять с собой, носить и на море. Так как здесь у меня фурнитура вся из нержавеющей стали, это украшение я выставлю на продажу. И вот такая идея мастерицам, как можно переделать такое украшение с таким кулоном. Посмотрите, как красиво смотрится. Солнечное такое и летнее. Конечно, носить его только летом. Длина отличная. Я напишу, сколько сантиметров оно получилось. И посмотрите фотографии, как оно смотрится на мне, как оно выглядит в целом. И серьги красивые получились. Ну, а я жду от вас комментариев. Напишите ваше мнение, понравилась вам или нет моя переделка. Мне интересно ваше мнение. Ну и не забывайте подписываться на Яндекс.Дзен. Ну а если вам понравилось мое видео, поставьте мне пальчики, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, у меня много интересного впереди. Ну а я с вами не прощаюсь, до скорых встреч, всем пока!